И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 6 апреля, и вашему вниманию представлена очередная сводка с фронтов украинской войны. И начнем с севера на юг. И в целом я хочу в первую очередь развеять те опасения, которые мне на самом деле сыпались сегодня целый день, вчера. В первую очередь со стороны российских граждан, которые живут в приграничных территориях, что нам, Юрий, ждать. У нас выходят упорные слухи, что украинские вооруженные силы будут атаковать там чуть ли не половину России, там Белгород собираются брать. Все это бред, все это слухи, распространяемые силами специальных операций вооруженных сил Украины. Ничего подобного быть не может, потому что нет сил сегодня в ВСУ делать подобные атаки. Единственное, что они могут, это создавать, нагнетать ситуацию и создавать напряженность в российском тылу. А еще они могут запускать беспилотные летающие аппараты. Вооруженные силы Украины интересуют переброски российских войск. Ну и еще что могут действительно сделать украинские вооруженные силы, это обстрелять приграничную территорию, как это было вчера, из миномета в районе КПП Суджа, позиции которых потом были подавлены вертолетами. Вот это то, что они там могут. И сразу, пользуясь случаем, хочу развеять еще те слухи, которые тоже упорно муссируются теперь по отношению уже к украинским городам, а именно Херсон и Мелитополь. Мне опять закидывают люди сообщения: пожалуйста, скажите, неужели ВСУ возьмут Херсон? Ну, у меня такой информации нет. Насколько я помню, взять Херсон губернатор Ким уже впервые намечал чуть ли не 10 дней назад, может даже больше. Тогда у него ничего не получилось. Они тайно готовили группировку западнее Херсона. Это передвижение было вскрыто российской разведкой. И далее по этой группировке был нанесен мощный удар. И на этом данная атака захлебнулась, даже не начавшись. Очень похоже, с учетом тех данных, которые сегодня приходят из офиса президента Зеленского, утечка информации о том, что в руки российских силовиков попали списки украинских тероборонщиков. И в первую очередь Херсонской области. Что очень многих из них на протяжении предыдущего дня и сегодняшнего дня российские силовики либо уничтожают, либо арестовывают. Ну и я так понимаю, что очередной план штурма Херсона был связан в том числе и с вот этими вот ребятами. Ну а по Мелитополю это вообще какой-то бред. Сегодня вооруженные силы Украины, и об этом пишут все украинские паблики, думают только о том, как удержать те позиции, которые сегодня есть. Более того, они абсолютно уверены в том, что эти позиции они не удержат. И вопрос только, где они остановятся. Именно по этой причине именно сегодня была объявлена вслед за эвакуацией Донецкой области и восточная часть Днепропетровской области. Здесь также объявлена эвакуация. И по непроверенным данным также объявлена эвакуация из Харькова. И также значительная часть Харьковской области сейчас эвакуируется. И это говорит о том, что реально происходит на фронтах. А еще по состоянию на вчерашний вечер, по данным опять же утечек с офиса президента Зеленского, российские удары по складам горюче-смазочных материалов вывели из строя, уничтожили до 60% всего топлива, которое было на территории Украины. И сегодня эти удары также продолжились, а значит эта цифра только выросла. А еще сегодня пришло сообщение, что был нанесен удар по узловой станции Лозовая, через которую в район боев стягивалась в том числе и военная техника. То есть то мое предположение, которое я высказал вчера, оно начало подтверждаться. То есть российские войска очень серьезно готовятся к наступательной операции. Очень тщательно к ней готовятся, потому что от ее успеха зависит очень и очень много. И пока эта операция не началась. Тем не менее, российские войска в районе южнее Изюма постепенно оттесняют противника на юг и готовят очень мощный плацдарм для атаки. И они, кстати, как я вчера сказал, восстанавливают один из автомобильных мостов через Северский Донец в районе Изюма. А украинская дальнобойная артиллерия всеми силами пытается достать этот мост, чтобы не дать его восстановить. Потому что восстановление этого моста резко осложняет ситуацию для ВСУ и резко упрощает для вооруженных сил Российской Федерации в этом районе. Ну и также сегодня пришли сообщения о том, что российские войска, либо войска Донецкой Народной Республики, обстреливают все более и более дальние от бывшего фронта населенные пункты севернее Авдеевки. То есть фронт тоже постепенно смещается в данном случае на запад. И для авдеевской группировки это уже становится очень и очень опасно. Ну и также очень много новостей сегодня из Мариуполя, где группировка ВСУ очень быстро теряет боеспособность. Пленные уже исчисляются сотнями. Группировка азовцев, которая обороняет Приморский район, очень быстро откатывается к морскому порту. А вчера вечером в этом районе появились самые мощные артиллерийские системы, которые есть на вооружении российской армии. Миномет Тюльпан 240 мм, по-моему, мина чуть ли не 140 кг. По сути, это мини-бомба, которую батарея Тюльпана может выбрасывать на голову противника за 1 минуту чуть ли не 10 штук.
Причем с очень большой точностью, которой даже не снилась авиация. А это для Азовстали по сути приговор. И также сегодня вечером пришли сообщения о том, что войска ДНР, российские вооруженные силы, вошли на территорию Азовстали, то есть по сути начали штурм этого завода. Вот это примерно то, что я могу сказать, что произошло за сегодня, за вчерашнюю ночь. Ну, к сожалению, дневного обзора сегодня не было, поэтому весь обзор я делаю сегодня вечером. Следующий обзор, предполагаю, если не будет у меня никаких форс-мажоров, завтра днем, ну примерно там в час-два дня. На этом пока все. До свидания и до завтра.